Когда команда ветеринаров ворвалась в операционную в тот день, они понятия не имели, что станут свидетелями того, что наука считает почти невозможным. То, что они обнаружили во время экстренных родов гориллы по имени Луна, поразило их и оставило без речи. Прежде чем вы посмотрите, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить еще одну трогательную историю вроде этой. И напишите в комментариях, откуда вы смотрите и какое сейчас там время. Все началось в африканских джунглях, где Луна родилась в мире опасности. Убийство ее матери браконьерами оставило ее полностью одной. Крохотная напуганная детеныш, скрытая в кустах, мы нашли ее спрятанной в кустах. Сотрудник природоохранной службы прошептал осторожно: «Она напугана и полностью изолирована». Спасатели животных защитили ее и дали ей еще один шанс. Их переправили в зоопарк Коламбуса, где ее встретили заботливые, ухаживающие с теплотой. Они воспитывали ее с любовью, предоставив ей защищенное место для взросления. Со временем Луна наладила глубокие связи со своими наставниками, выстроив прочные взаимоотношения между видами. Их часто изумлял ее интеллект. «Смотри, как она наблюдает за нами», — сказала Сара Дэвиду, ее сослуживцу-угоднику. «Эти глаза все понимают». Теперь, будучи полностью зрелой, Луна была крайне общительной. Однако всего за несколько дней после своего 11-го дня рождения ее наставники заметили, что происходит нечто странное. Она стала вести себя необычно, возникали тонкие сдвиги, которые привлекли их внимание. Оперативно наблюдая за ней, персонал испытывал и тревогу, и интерес. Луна отказывалась от пищи, по утрам было тошно, и большая часть дней она проводила в покое. Подозревая, что может быть что-то серьезное, наставники немедленно ее осмотрели. Что они обнаружили, оказалось совершенно неожиданным. Луна была беременна. «Это невозможно, доктор», — воскликнула Ребекка. «Мы очень осторожны в контактах с ней». У нее возникли чувства к Бату, приезжему обитателю зоопарка, который прибыл за несколько месяцев до этого. Открытие поразило и удивило персонал. Это было чудесно, увидеть, как заброшенная горилла, за которую они ухаживали, готовится к материнству. Начался новый этап в существовании Луны. Персонал, руководствуясь приверженностью и опытом доктора Ребекки Моррисон, готовился поддержать Луну во время беременности. Они понимали, что роды будут значимы как для Луны, так и для учреждения. Доктор Ребекка Моррисон, опытный ветеринар, специализирующийся на гориллой медицине, работала вместе с наставниками, чтобы контролировать поведение Луны. Они тратили бесчисленные часы, наблюдая за ней и документируя каждое незначительное изменение в ее повседневных привычках. Пока они тщательно изучали ее обычную жизнь, они заметили необычные признаки, которые указывали на то, что беременность будет отличаться от прежних. «Она снова дистанцируется от группы сегодня», — заметил Джеймс, записывая в дневник. Луна становится все более изолированной, ищет спокойные уголки в своей среде обитания. Она драматически преобразилась, внезапно потребляя огромные количества пищи, едя порции с голодной тщательностью. Их лучшие специалисты работали вместе, чтобы позаботиться о ней. Они скорректировали ее питание, чтобы гарантировать надлежащее питание как для нее, так и для ее детеныша. Наставники постоянно следили за ней и были готовы помочь при необходимости. Беременные животные часто отходят от товарищей, групп или сообществ. Их главный импульс – защитить потомство. Поэтому они обычно отделяются. Однако действия Луны начинали тревожить. Она не просто держалась подальше от других.
Она отказывалась покидать свое любимое место или общаться с кем-либо, включая наставников. Раньше она была очень открытой, и резкое изменение озадачило всех. «Луна, дорогая, это всего лишь я», — подбадривала ее Сара, протягивая банан. «Пожалуйста, примите его». Большую часть времени она проводила, отдыхая или неподвижно, как будто слишком устала, чтобы функционировать, или слишком испугана, чтобы снова посещать прежних спутников. Тем не менее, доктор Ребекка решила не изолировать ее от группы суррогатов, доверяя тому, что столь значительное изменение может повредить ее психическое благополучие. Пока дни превращались в недели, Луна становилась все более взволнованной, и ее опекуны продолжали держать оборону, чувствуя и предвкушение, и тревогу. Они понимали, что скоро она родит, и с нетерпением ожидали увидеть, как она восстановит свою радостную, энергичную натуру. В то время как энтузиазм в зоопарке Коламбуса рос, в штат добавился новый ветеринарный специалист по гориллам, доктор Майкл Картер. Доктор Ребекка Моррисон, опытная опекунша животных, поначалу сомневалась в новичке. Их противоположные взгляды на лечение горилл породили трение. «Ваши методики устарели», — объявил доктор Майкл во время их первой беседы. «Мы должны обновить нашу методологию». «Мои методики работают 20 лет», — сурово ответила доктор Ребекка. Они спорили о том, какой должна быть пища горилл, какие упражнения они должны выполнять и их повседневной рутины. Одни из главных разногласий касались того, как гориллы должны общаться социально. Ребекка считала, что гориллы нуждаются в прочных межличностных связях ради позитивного психологического благополучия и предпочитала позволять им свободно общаться, как это происходит в дикой природе. Майкл же опасался, что без присмотра они могут поссориться и причинить друг другу вред. Он требовал большего контроля над тем, когда и как они общаются, чтобы избегать конфликтов. «Вы просто заставляете их слишком полагаться на людей, ПКСР», — протестовал он. «А вы разделяете общительных существ», — контрпереносила она. Новый доктор счел, что Луна оправдывает его позицию. Наблюдая, как она держится на дистанции от других, он стал желать полностью изолировать ее, что противоречило прежним взглядам Ребекки. Беременная горилла стала их экспериментальным объектом. Пока Ребекка мотивировала Луны посещать прежних спутников, Майкл создавал для нее все более уединенное пространство и часто физически препятствовал другим гориллам подходить к ней, включая Бету, который был отцом ее детеныша. Их противоположные взгляды раздражали всех и раскалывали команду. Наставники застряли между соблюдением устоявшихся методик Ребекки и новыми правилами Майкла. Однако внезапно произошло нечто непредвиденное. Луна начала рожать намного раньше, чем кто бы то ни было ожидал. «Значительно раньше», — шептал Джеймс, выбегая из секции горилл. «Кто-то призвал обоих докторов немедленно». Некоторые сотрудники предположили, что она просто утомлена спором между врачами. Однако ветеринары понимали, что что-то серьезное происходит, хотя и не могли точно определить, что. Всем спешно пришлось помочь, и кризис изменил обстоятельства. Экстренная ситуация вынудила Ребекку и Майкла забыть свои ссоры и сосредоточиться на общей цели – наилучшем лечении Луны и ее приближающегося детеныша. «Мы должны сотрудничать прямо сейчас», – решительно заявила Ребекка. «Игнорируем наши конфликты». Доктора нашли более чем достаточно единства, они работали вместе, чтобы Луна получила всю необходимую помощь. Однако роды оказались труднее, чем ожидалось. Луна стонала и вопила от боли часами, не показывая признаков выхода детеныша. Видя ее страдания, оба доктора становились все более тревожными.
Часы тянулись медленно, пока она смело переносила каждую схватку. «Что-то не так, что...» — прошептал Майкл. «Ребенок должен появиться к этому времени». Наставники сохраняли спокойствие, поддерживая смелую гориллу-мать. В дикой природе животные не получают медицинской помощи, и ветеринары обычно стараются не нарушать ход природы. Однако во время родов стало ясно, что Луна нуждается в медицинском вмешательстве. Ребекка и Майкл приняли сложное решение – вмешаться, чтобы безопасно помочь родить ее детеныша. Парой они стали едины. Они отложили в сторону прежние споры и сейчас объединили свои усилия ради наилучшего лечения гориллы-матери и ее будущего детеныша. Им нужно было выяснить, почему у Луны такое тяжелое родоразрешение. Точно и молча Ребекка работала на операционном столе, и то, что она обнаружила, поразило ее. «Это предлежание плаценты при перегородке», — прошептала доктор Майклу. Плацента блокировала выход ребенка. К сожалению, Луна испытывала проблемы из-за предлежания плаценты. Это означало, что плацента занимала вход во влагалище Луны, препятствуя выходу детеныша. Им предстояла операция. В то время как схватки усиливались, все в помещении спешно готовились к неотложной кесаревой секции. Кесарево сечение у горилл нечастое событие, но они понимали, что маст сделать все возможное, чтобы спасти мать и дитя. «У нас нет альтернативы, доктор», — признал Майкл. «Начинаем прямо сейчас». Так как операция необычна, наставники задокументировали ее, чтобы помочь врачам и ветеринарам по миру, добавили они. Пока началась операция, все наблюдали за гориллой в родах, тревожно и с тревогой. Пара докторов мастерски выполнила кесарево сечение. Все нервничали, задерживая дыхание и желая успеха. И вдруг внезапно праздники эхом расходились по залу, когда Ребекка извлекла маленькую самку-гориллу из матки Луны. Наставники немедленно начали подбирать имена. «Она безупречна, Питгоу», — выдохнула Сара, переполненная восхищением. Однако их радость быстро сменилась удивлением, когда они поняли, что сюрпризов было еще больше. Через мгновение доктор Ребекка достала еще одного детеныша гориллы, и все взвыли от изумления. Обычно у горилл рождается всего одно детеныш каждые 4-6 лет, и рожают они всего 3-4 раза за жизнь. Рождение близнецов у горилл крайне редкое, и чтобы оба близнеца жили, еще более необычно. «Еще одна!» — воскликнул Джеймс. «Я не могу это принять». Ребекка и Майкл поодиночке оценили состояние каждого детеныша и дали одобрение. Оба дышат нормально и крепки. Независимо от всего, Луна родила 2 здоровых детенышей. Настоящее чудо. Все бурно благодарили, зовя радостные кричалки и аплодисменты. После операции Луна получила уход и отдохнула в отдельном отделении. Сотрудники с воодушевлением позаботились о ее детенышах, пока она восстанавливалась. Несмотря на крохотность, детеныши обладали мощной дыхательной системой и быстро обучались питаться через бутылочки, подаренные их наставниками. «Этот малыш ест точно так же, как и Луна», — отметил Марк, кормя одного из детенышей бутылочкой. Часы шли, и Луна просыпалась, встречая своих младенцев. Хотя их разделяли после родов, она сразу же подбежала к ним, чтобы обнять их, и ее материнский инстинкт оживился. Сотрудники наблюдали с благоговением за этим двойственным чудом, которое превосходило все ожидания и переполняло их эмоции восхищением. Сообщения о двойне Луна распространились по зоопарку, и сообщество восприняло это с удивлением и скепсисом.
Это выдающееся событие редко встречается и имеет огромное значение для программ сохранения горилл. В течение 30 лет исследований приглашенный специалист заявил: «Я никогда не видел такого». Ученые знали, что близнецы у горилл – редкость, и что близнецы выжившие встречаются еще реже. Ввиду угрозы горилл из-за браконьерства, разрушения среды обитания и болезней, близнецы Луны представляли нечто необычное для вида. Ученые наблюдали с благоговением, пока Луна заботилась о своих близнецах Джамила и Камари, поразительно преданной матери. Каждый день приносил новые вехи, ведь близнецы становились сильнее и игривее. Связь между матерью и детенышами крепла, демонстрируя невероятную устойчивость этих великолепных животных. Благодаря вниманию прессы Луна и ее близнецы стали символами настойчивости и важности всей жизни. В настоящее время Луна и ее детеныши, Джамила и Камари, остаются живыми и процветают. Это доказательство того, что чудеса действительно могут происходить. Опасности, угрожающие гориллам, остаются серьезными в современном обществе. Однако благодаря зоопаркам, реликвиям природы и заповедникам их перспективы выглядят относительно более обнадеживающими. История Луны напоминает нам, что даже в самые темные моменты происходят чудеса, и любовь может победить против всех шансов. Вам понравилась эта история? Если бы вы были врачом и видели, как Луна страдает во время родов, попытались бы вы рискнуть и сделать экстренное вмешательство, чтобы спасти ее и ее детенышей? Да или нет? Напишите в комментариях, понравилась ли вам история. Подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Огромное спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Хорошего дня.